Я уже говорил как-то о таком парадоксе, что либертарианцы о свободе не говорят. Вот. Это действительно так. То есть, ну, почему? Потому что это состояние. Это не есть какой-то набор предписанных либо разрешенных действий, да, а это просто состояние, которое описывается негативно. Это когда с вами не могут сделать чего-то. Вот. То есть правила, существующие в обществе, таковы, что вы свободны. То есть никто другой за вас никаких решений принимать не может. Никто другой вот так просто прийти там и что-то сделать с вами не может. Вот так описывается свобода для либертарианцев. То есть, ну, как минимум, надо сказать об этом консерваторам, этим, значит, о том, что они себе представляют просто набор там разрешенных каких-то действий, да, и это называется свобода, но это не свобода, это набор разрешенных действий. То есть должен быть какой-то дядька, который, значит, вот что-то разрешил, да, и они говорят, свобода – это вседозволенность. Вот это отсюда оно и следует. Отсюда оно и следует. Что как это так, а вот кто там будет чего-то запрещать. Вот. А на самом деле свобода – это как бы негативное состояние, когда с вами не могут сделать по разным причинам. А вот когда возникает вопрос, а почему с вами не могут сделать? Да? Первое, потому что я дам ему в лоб. Вот. А дальше уже там уже можно, ну, и это будет закон, да, это законно, легитимно, то есть если он что-то от меня хочет, да, такого уже совсем нагло, там, чего я не хочу, то я могу дать ему в лоб совершенно смело на законных основаниях, и ни один суд в этой системе как бы мне ничего не скажет. Вот. А уже более сложные ответы, они предполагают такие слова, как право, они предполагают понимание того, что право – это как бы спонтанный порядок, который не нуждается в государстве, который возник раньше, чем государство, существует, так сказать, до сих пор. Вот, именно в таком виде, да, то есть как набор, так сказать, практик, которые передаются из поколения в поколение, там, начиная с детства, подражания, вот, когда ребенка учат, что чужое брать нельзя, там, и так далее, что кто первый начал, тот и виноват, то есть вот это все основы права главные, да, то есть если вы это знаете, в принципе, вам больше ничего знать не надо, то есть дальше это просто процедуры и какие-то там уже формальные вещи, когда там человеческие взаимоотношения превращают в формализованные абстрактные формулы для того, чтобы с ними было просто проще разбираться. Вот то, что мы обычно называем правом, но право вот, реально, оно вот это, да, то есть это, что чужого брать нельзя, вот, и что кто первый начал, тот и виноват. Вот. Ну, еще там можно найти там разные такие, что сам себя судить никто не может, да, то есть нужна третья сторона независимая и так далее, и так далее. То есть там можно несколько таких базовых принципов на страничку написать. Вот, и все. Да, то есть вот дядька, который выдает, там разрешает кому-то что-то, да, здесь не нужен. Оно работает само, поскольку существует уже много-много тысяч лет, обкатано, проверено, вот, и просто передается из поколения в поколение. И именно благодаря этому, а не их дядькам, которые там разрешают или запрещают, люди живы и существуют и процветают. Вот. Именно потому, что есть вот эти вот вещи, которые позволяют людям взаимодействовать между собой так, что они в итоге оказываются свободными, то есть в такой ситуации, когда никто не может покуситься на их право собственности, в чем бы оно ни состояло. То есть право собственности на ваше тело, на ваше имущество, там, на ваши какие-то, так сказать, материальные права и так далее, и так далее, и так далее.